Бля. Так, давайте переходить до новин потужних. Рюкзачок тривожний, да я непереможний. Угу. Рюкзачок тревожный, да я непереможный. Что вы понимали? Ну, треть, блядь. Треть всего лишь заполнена блокнота, учитывая кучность новостей. Ну, друзья, давайте перво-наперво поговорим, как обычно, поясним за название стрима. А название стрима простое и понятное. Его чувство юмора amazing. Илон Маск прокомментировал слова президента Зеленского, которые он толкал Суспільне. Ща, блядь. Ну, я, конечно, и скотина. Да, Суспільному дал комментарий президент, и там сказал, что нашу волю не сломить, мы народ гордый, и на нас не выйдет надавить, чтобы мы там, короче, на договорняк согласились, плюс-минус. Ну, вы это видели. Илон Маск ретвитнул это и написал, что ебать, чувство юмора его убивает вообще. Зеленского amazing в натуре. И мой любимый смеющийся до слез смайлик. Честно говоря, отнесся к этим словам я позитивно, потому що, ну, все-таки такі, от в мене класна керівниця. В школі завжди казала, що високі польоти ти взяв, спустись на грішну землю. Вот это тот случай, блядь, ну уже реально ни в какие ворота не лезет, всегда они себя так ведут, абсолютно не соответствуя своему статусу. По-разному там эти вещи называют. Хорошая мина при плохой игре. Я бы разделял, типа, какую-то уже дурку, блядь, неадекватную, да, своего восприятия и подачи людям внутри Украины вот этого вот своего статуса. И да, и сопоставление это с реальностью. Просто у этого есть на самом деле обратная сторона. Чрезмерно завышая свой статус, блядь, как царя мира всего, да, ты потом и делаешь себя ответственным за все. И потом от того и происходит, что наши люди сидят и ждут. А когда уже Зеленский, блядь, договорняк сделает? Что они думают, что он пуп земли, на нем все смыкается. Это не так, нихуя, от него вообще мало чего здесь зависит в этом смысле. Не, ну, безусловно, зависит, конечно, политика на местах, но в итоге у людей сильно все упрощается, когда они наслушаются такой поеботы. Ну и вообще приятно, что осадили. Потому что, ну и причем осадили так, что не то, что там он написал большой пост о том, что Зеленский, ты не прав, на самом деле ты вообще в хуй мы тебя не ставим, а что он именно высмеял его. Ну, в общем, вот так я скажу, несмотря на всю любовь к пану президенту, приятно, когда налетает вот такое уже сверх меры какое-то неадекватное в натуре вот это помните, горделивая поза больного шизофренией, когда вот это уже, ну, встречается с какой-то реальностью, чтобы мы хотя бы не так смешно выглядели. Да, в глазах мира. Ну, в общем, вот, это то, что послужило названием стрима, потому что меня зацепило. Ну, а новости, которые были на протяжении этих выходных, вы и так прекрасно наблюдали, да, это Путин моргнул, откровенно моргнул и въебал по нам потужным на 101 ракету ракетным ударом. Я спал, но там, блядь, было все на свете. И самолеты такие, и самолеты сякие, и корабли, блядь, и гиперзвуковые, и ультразвуковые ракеты. Какого, блядь, только там добра не было, короче. В общем, выглядело жестко. Я к чему, что моргнул? Но вот я все время, да, говорил, что сторонники договорняка, они будут посрамлены, мне кажется. Особенно, которые видят все так просто, что все просто постепенно пойдет на затухание плавно. Они ошибаются, я вот уверен, что это далеко от реальности. Но в то же время не хочу и не имею права, и никогда так не думал, да, в плане, никогда так не анализировал, что вот именно сижу и думаю, да, сейчас будет какое-то событие, и потом я запущу стрим и скажу, вот видите, сторонники договорняка, видите, я же им говорил, вот оно, вот, а вы надеялись. Не, абсолютно не согласен. Мне кажется, что просто не стоит переоценивать влияние вот там и такого ракетного удара. Вот о чем вот уж он точно может говорить, это о том, что тот там какой-то неформальный договорняк по не ударам по энергетике, если и был, то его уже нет точно. Ну и это вполне ожидаемо, потому что на зиму мы становимся все как бы более заинтересованы в этом договорнике, а они все менее заинтересованы, потому что понятно, от наших ударов у них там вся страна в блэкаут не уйдет. А от их ударов вся наша страна в блэкаут уйдет. Ну так что тут как бы понятно все.
Но да, тем не менее, несмотря на то, что очевидно, наверное, немного нас это отдаляет от договорника, да, но нас куда сильнее отдаляют факты реальности. И наши там внешнеполитические позиции, и их внешнеполитические позиции, позиции на фронте, их интересы во внешней политике. Вот это ключевые вещи. А эти сраные ракетные удары, я бы не переоценивал их влияние. То есть тоже не могу сказать, что там вот этот ракетный удар, видите, он нам доказывает, что все, никакого договорника не будет. Не вижу смысла делать такие выводы. Просто очевидно, что, наверное, нет там в Москве такого, что часто почему-то, по каким-то неизвестным мне причинам, постоянно это так выдают. Что вот там в России сидят и только и ждут бы уже, как бы, блядь, спрыгнуть. Как бы уже спрыгнуть, и уже на все они согласны, и из-за этого будут ждать просто поскорее уже, чтобы был мир. Но, тем не менее, моргнули. Короче, что еще было? Ну, за эти дни было несколько ракетных ударов. Вы видели, наверное, страшный удар в Сумах. Там погибло уже, наверное, больше 2 десятков людей. Еще тоже вот открыл YouTube, а там, ну, вы знаете, есть такие разные информаційні помийки, типа там «Фабрика новин». Ну, вот и оно Ютубом, оно автоматически тебе рекомендується. І от я відкрила там шок, всім швидко дивитися. Тіла валяються на дорозі. Ну, вы видели там в Одессе, вот сегодня был этот удар ракетный. Реально трупы валяются прямо по дороге, кругом все горит. Ну, в общем, выглядит жестко. Выделил я вообще это событие, да, такое классическое для Украины, только потому, что интересно, как повітряні сили прокоментували этот ракетный удар. Они сказали, что ракета «Искандер» была сбита и упала, ну, туда, на людей, короче. Что нетипичный информационный подход для Украины и ее каких-то там, ну, вот таких официальных представительств чего-то, например, армии или воздушных сил. И этот прогресс, в смысле, в медийной работе приятно радует, потому что взвесили, очевидно. Ну, то есть там есть какие-то доказательства, буквально видео, да, ну и свидетели этого всего есть о том, как оно было, да. И взвесившие силу вот этого сарафанного радио, решили завиральных теорий не выдвигать. И это, мне кажется, я всегда говорил, что это очень правильный информационный подход, потому что честность — это очень такая важная ценность, за которую им нужно держаться, да, за статус такого, что не врет как бы. Ну или, по крайней мере, врет, но мало. Ну, в общем, эта мысль старая, не хочу повторяться, кому она интересна, посмотрите мой... Да, посмотрите мой видеоролик про Арестовича и его тогда комментарий про ракетный удар по Днепру, да, по подъезду в Днепре ракета попала. Ну, вы помните тот скандал, там я этот вопрос вот именно конкретно на нем акцентируюсь, поэтому всех вас отсылаю к этому видео. Арестович, кстати, тоже комментировал это заявление повітряных сил и говорил, что видите, как это похоже на мою ситуацию. Это не похоже на его ситуацию, потому что сам он сказал, что он соврал. Ну, то есть там что-то, типа, ему кто-то сказал, но неправильно. То есть это не похоже, потому что сам Арестович потом так из этого выкручивался. Ну, это просто такой момент, потому что я его всегда за это критиковал, что он так стал странно выкручиваться из этой ситуации. Да, ну и следом вообще реакция не заставила себя долго ждать. И тут не берешься говорить, что первое, что второе, что зачем последовало. Реально не знаю. Очень же сложная позиция Москвы, потому что Москва до последнего не верила, что, что Москве получится с Запада так умело качать права на тему этих дальнобойных ударов. Все начиналось не так, как сейчас это выглядит, потому что сейчас все действительно ждут там чуть ли не Третьей мировой войны и вполне серьезно обсуждают этот сценарий, да, там по западным медиа, как будет Путин отвечать и так далее. Когда это все начиналось, совершенно градус был не такой. Запад сам этими торгами до этого довел. Я просто к чему, что очень сложная позиция у Москвы была. Сами они изначально не верили, что так удастся за яйки ухватить как-то Запад в этом вопросе и в такой ранг вознести это решение. Я просто к чему, что в самом начале, когда этот вопрос обсуждался, разрешение ударов по территории России, международно признанных границах, простите, у меня качка буянит просто, то тогда я помню, что были заявления, условно, Картополова, возможно, да, главы оборонного комитета в Думе и так далее, что они относятся к этому решению как к уже принятому на Западе. А это значит, что нихуя сделать они не могут. То есть, ну, никакой реакции не будет. После этого много времени прошло, и Запад довел ситуацию до такого, что Россия уже так к этому не относится. И сегодня, касательно этого разрешения на дальнобойные удары, уже Песков говорит о том, что, ну мы пока что не знаем, принято это решение или нет, но если принято,
то там типа что-то будет, да, ну понятно, очередной удар по Украине, думаю, что вот это все понятно, это какие-то довольно глупые домыслы, непонятно на чем основанные, ну буквально, наверное, основанные на публичной риторике Москвы последнего времени, да. И касательно того, что будет Третья мировая война, российское государство, да, российская власть по какой-то причине сама пойдет на вот ту всю хуйню, которую она навыдумывала за последнее время в своих возбужденных головах, воспаленных. Про то, что все страны НАТО теперь будут считаться втянуты в войну. Ну, это было бы глупо России самой добиться вот этого статуса втянутых всех стран НАТО в войну. Это сильно их позиции в этой войне резко ухудшит, очень резко и очень сильно. Так что, ну, в общем, я не знаю, стоит ли это все всерьез обсуждать. Более того, комментарий Пескова на тему этого разрешения на дальнобойные удары, ну, нужно сказать, что официально я так нигде и не нашел этому подтверждения. Эти подтверждения исходят от там людей уровня президент Латвии, что приблизительно равно статусу мэра украинского места. Также серьезным аргументом выступает, хотя их интерес понятен, это республиканцев, да, то есть они, критикуя, как бы подтверждают это решение. Ну и изначальный источник вы видели, наверное, что, ну там, ссылаясь на анонимные источники, об этом нам Нью-Йорк Таймс сообщил. Ну еще и сам президент в обращении как-то подтверждал. Но тем не менее, касательно стратегии Москвы, там и вообще каких-то разъебейших, разъебывающих реакций там всего на свете, мне кажется, что выше еще одного ракетного удара по Украине ожидать не стоит. К тому же, вот что еще я выделил, да, что меня заинтересовало пресс-секретарь Путина Песков, комментируя тоже это, уже они не относятся действительно к этому как к решению, которое давно принято, как они заявляли там полгода назад условно. Но зато теперь они выстраивают такую конструкцию, что, ну мы поняли, это уходящая администрация подсирает будущей, да, администрации, которая как бы уже ее выбрали, но она еще не вступила там в правомощность, еще инаугурации не было. Это, ну согласитесь, эта стратегия нам позволяет уже как-то предположить, что каких-то там сумасшедших реакций, которые описывают в медиа, вероятно, не будет, потому что вот такой путь, как бы, да, прочерчен, что это не настоящая власть американская, а псевдовласть, условно говоря, ну, позволяет нам предположить, что будет затерплено. Будет затерплено. Ну, если мы считаем под затерплено удары там по энергетике Украины, которые, вероятно, и так бы случились, потому что они могут их нанести и понимают, как для нас это болезненно. Вот, ну и понимаю, что все-таки в США сейчас сложности есть в политике. Вопрос европейской реакции. Долго я разбирался, так ни хера и не понял, честно говоря, сначала. Ну, вы видели, наверное, наблюдали за этим, что Фигаро сообщила о том, что поставщики этих крылатых ракет Украине, скальпов и штормшедовов, то есть Франция и Британия, ну, вполне казалось бы логично, да, тоже разрешили удары по территории России, международно признанной вглубь территории России. Вот. Потом они эту статью отредактировали и этот пункт удалили. Вот. Сейчас таблоид, да, британский The Sun сообщил, что такого решения нет. Ну, в общем, никто и Министерство иностранных дел Франции опровергло, что они разрешили удары скальпами по территории России. В общем, суть в том, что, ну, как я понял, на данный момент такого европейского решения нет. Что, наверное, тоже нам косвенно может говорить о том, что, ну, в Европе чувствуется, скажем так, ну, дефицит легитимности такого байденовского решения, как, в принципе, дефицит легитимности Байдена, как, ну, уже не президента, да, фактически, или как это сказать, ну, вы поняли, да, уже как бы проигравшего выборы. И думаю, это сыграло свою роль здесь. Вот так. Вот такие, в общем, мысли. Да, ну что касательно того, как будут удары наноситься, я вот вообще не знаю, зачем люди там цепляются. Мне кажется, что если они разрешили эти удары, да, то, думаю, невозможно будет сдержать их в рамках этой Курской области одной, да, то есть к этому серьезно я не отношусь. Также, на самом деле, несмотря на комментарии, скажем так, каких-то республиканских спикеров, да, там, всех подряд, которые сейчас критикуют администрацию Байдена, а что им еще делать? Конечно, они будут ее критиковать, это же их политические оппоненты. Было бы странно слышать от них риторику одобрения. Но тем не менее, несмотря на всю их риторику, честно говоря, не верю, что это решение будет как бы деанонсовано, да, потом, когда они придут к власти, они это решение отменят. Я сомневаюсь. Правда, есть момент, конечно, что мы вообще не знаем, есть это решение или нет, ну вот реально его никто публично, официально не объявлял, как я понял. Ну, на данный момент.
Но тем не менее, если оно есть, что похоже на правду, то думаю, нет смысла надеяться на то, что республиканцы его отменят. Ну и в общем, все это подытожив, хочу сказать, что не выстраивал бы, скажем так, не давал бы огромного значения в рамках ожидаемого всеми договорняка вот этим вот двум событиям, ударом ракетным по Украине и вот этому разрешению на дальнобой. Вещи, конечно, ну все-таки эскалационные, но тем не менее, только так их выстроили в информационном поле, да, там, причем во многом это просос западной дипломатии, потому что, на мой взгляд, передача истребителей это была куда более серьезная вещь, куда более серьезный прецедент, закончился ничем. Вот. Да, ну, в общем, я к чему? Не стоит переоценивать важность этого и преграду как бы для договорняка. Преграды есть другие, куда более серьезные, и стоят они во весь рост. И это, мне кажется, на фоне всего остального мелочи. Вот куда более важная такая эскалационное, на мой взгляд, событие, это включение все-таки северокорейской армии. Опять-таки, мы понимаем, что это и огромное количество новых солдат, это и включение опасный прецедент, да, мировой, как бы новой стороны конфликта все-таки, да, регулярная армия, это тебе не наемники. Это и также понимание, я думаю, западным миром, да, и Америкой в том числе, понимание, что, наверное, в обмен на это Ким Чен Ын, он что-то получит. И вот это тоже самая такая важная здесь часть, что это происходит, очевидно, не просто так, не безвозмездно, и это еще аукнется. Вот. То, в общем, вот такие пироги. Вот такие пироги. Ну, тоже, да, наблюдая за этим всем, обращаю ваше внимание на то, как точно было, как точно, да, как точно я, на мой взгляд, распедалил изначально за эти дальнобойные удары. Запад очень как-то, очень-очень-очень дегроидски выстроил абсолютно вот свою политику в вопросе вот этого разрешения на дальнобойные удары. Сами они добились такой цены, этому решению уже какой-то непропорционально неадекватной и создали себе массу и внутриполитических проблем. Это мы наблюдаем вот на разнице этой риторики, да, республиканцев и демократов. И во внешней политике, и в Москве позволили такие реакции выдвигать, опять-таки, когда были самолеты и когда были танки. Ничего такого в силу скорости, в силу, ну, более-менее правильной политики. Такого мы не наблюдали. Ну, в общем, все, друзья. Новости закончились, курю дзыгарь, и потом не знаю. Нужно, конечно, посмотреть Славка, потому что на него задонатили. Но тем не менее, вот, одной ногой я наче десь в могиле. Да, друзья. Ну, в общем, вот так. Я немного с бодуна, так что я сразу прошу прощения. Пацаны, еще могут присутствовать посторонние звуки, потому что у меня в комнате сидит качка в ящике. За що посадили качку? Стала легка, как в меме про кота, ты видел? Стал легкий, не їсть, не пье. Стал легкий, не ест, не пьет, и что-то его все хуярят. То я занес его погреться в хату, то она оклемалась и что-то требует. Так что сидит, дрыщет, короче, в ящик она у меня была полученная. Я не знаю, что делать, надо начинать чем-то ее закрыть. А то она выйдет из ящика стопроцентно и обосрет мне всю хату. А ты говорил, что Байден не подосрет Трампу до инаугурации. Блядь, недооценил немного, недооценил. Честно сказать. И... Ну, я думал, что когда говорим подосрать, имеется в виду, что более глобальное. Тут просто у кого какой взгляд на вопрос. Под подосрем, думаю, надо иметь в виду то, что могло бы как-то кардинально отдалить договорняк. Я бы не сказал, что это решение кардинально отдалить договорняк. Почему эскалации боятся перестали? Потому что уходят уже. Уходят. Не, ну посмотрим. Одно ясно, что света не будет, блять. Так что посмотрим уже при свете свечей. Дали свет, порядок. Сейчас, значит, у меня свет на минимум будет. Почему болото все-таки запустило ракеты, если все шло к договорняку? Не знаю. Тут тоже вопрос вашей визии. Шло ли к договорняку? Мне кажется, нет. Тоже нужно всегда давать ответ на вопрос, а сильно ли, насколько сильно вот реально там эти ракетные удары могут повлиять на договорняк.
Как вот я не пойму, да, вот, блядь, совки, да? Сколько мы слышали этих рассказов, что самое главное — война. Самое главное — война. Все, нахуй, все, блядь, там вот эти... Наверняка вы слышали такую хуйню. Сигареты. Сигаретный завод, он мог там, блядь, переделаться под патронный завод в течение, короче, суток. Сколько такой хуйни всякой дедам в уши налили, блядь. В итоге, как оказалось, все разговоры о том, что все там, блядь, выдержит ядерную войну всех масштабов, в итоге оказалось, что все нахуй города зависят от ебучих дамб, которые совок сам и настроил, блядь, половина городов. Ну вот если он там ездит рядом с дамбой, все. Он 100% с ней связан, если ее разъебать, то весь город всплывет. Ну, сука, конечно, они молодцы, слушай, обороноспособность действительно на первом месте для них была. Ну, до речі, лайтово досить запуляли. Наверное, ми ще порох в пороховницях вміємо відбиватися. По ідеї, мало вже по 10 годин відключення. Думаю, вещи не особо связанные, потому что, ну, ты понимаешь, это же не так, как там в Европе Universalis, да, где есть счет войны, и он на ботов влияет. Я бы сказал, я бы это выразил немного иначе. Все-таки каждая из сторон хорошо понимает возможность, да, то есть они понимают, что там какой-то там этап эскалации, да, как, ну, в случае с Украиной, попыткой улучшить ее переговорные позиции. В России хорошо понимают, что это носит такой характер, ну, даже не волнообразный, а что это там последние вздохи. То они же не дураки, да, они же видят глобально картину. Хули там можно улучшить, я не знаю. Улучшить можно шантажом, наверное, со стороны США каким-то мощным. Вот в США дамба Гувера даже ядерные взрывы пережила. Во-во. Пытался только что взять ручку и ей подкурить, поняли? Это как вот тот, ну хуй пойми. Какой-то хуй в форме, говорят, что был. Говорят, что это в этом, блядь, было. Счастливо. На Киевщине. Он тоже, говорят, хотел зажигалку взять, но перепутал пистолет с зажигалкой. Получается, последние обстрелы нарушают теорию, что был договорняк по электрике, да неизвестно, на каком он этапе был, на каком не было. Были после того договорняка обстрелы какой-то там нефти-хуйни, каких-то глубоких российских дырах. Каких-то, блядь, там вообще, ну, я таких названий уже позабыл, конечно же. Опять-таки, специфика такого договорняка, никакого, да, она, понятно, зыбкая. И мы в нем были заинтересованы, а не они, я об этом говорил. Я к чему, что он мог быть, а потом закончился, они ракет накопили. Андрій Борисович сказав передивитись трилогію Володаря Перснів. Для потужності ще Хобіт треба додати, треба. Как армия отреагирует на договорняк, если он будет? Ну, выдохнет в большинстве своем, но политично представленные діячі в армии, политически представленные, да, с политическим весом, вероятно, включатся в политическую борьбу по линии того, что президент слил Украину. А простые люди это самое. Да и вообще, честно сказать, ну вы, я думаю, вы видите, что я немного вареный, блядь. Сегодня надо было, наверное, нихуя не делать, лучше на компьютере поиграть. Как в Сталкер без света играть? Ну, купить такую хуйню педальную, крутишь и заряжаешь и играешь. И здоровье, и, ну, как бы нивелируется сидение за компьютером, потому что нагрузочка присутствует физическая. Велогенератор. Ох, блядь. И свет, сука, вырабатывается. Какие еще варианты? Я видел, как разрабатывают в Индии передовые технологии и двигатель бесконечный. КПД абсолютное. Тебе нужен, значит, коленвал от машины, пружины с подвески, свечи зажигания. Там все подключаешь, и оно чух-чух-чух-чух-чух-чух. Главное, подшипники с низким каким-то трением выбирай. Хороший. Не китайські. Найближчу годину буду відчувати сум, що кімната охолоне, бо обогрівач електричний, а електрики нема. Далі сам холод ще годину. Сумні перспективи. Ну, потепліше вдівайся, закутуйся у лахи. Нахер Stalker 2.
если можно просто выйти на улицу. Правда, блядь. Тоже я вот это сказал про военных. Я не знаю. Договорняк неприемлем, и воевать надо до самого крайнего, блядь. Хуй знает, какие у них там эти рубежи. Ну там и кордоны, и мордоны. И армия только за. Естественно, армия только за, и мы это каждый день видим своими глазами. Согласен, что пока наши войска в Курской области, то никакой заморозки даже в теории быть не может. Ну это ж такое вопрос там, не знаю, пары дней, да, покинуть данную Курскую область. Я просто, может, с чем не согласен, это с тем, что это поможет нам укрепить наши переговорные позиции. Наверное, не. Вот, может, взятие Курска самого, наверное, вот это могло быть сильным аргументом, потому что с города хуй выбьешь потом армию из крупного. Хотя я легко представляю, что они могли бы его окружить и всех там заморить голодом. Так если трение у подшипников, то КПД уже не будет равно 1. Пиздец, слушай. Это не ко мне, это к разработчикам из Индии. Надо без трения искать подшипники. Я понимаю, о чем ты говоришь. Надо искать без трения подшипники. Подшипники, где вот в этих беговых дорожках нет самих роликов. Только воздух. А вы говорили, кто мы, я, что протесты, с целью которых смена власти только вреди, блядь. Вы говорили, что протесты с целью которых смена власти только вредит в авторитарных странах без победы протестующих. Ну, очевидно, не то, что вредит. Государство меняется после этого сильно в своей традиции, да. Меняется, как мне кажется, социальный баланс вообще вот в вопросе отношения к государству и, соответственно, государство на разных уровнях к людям. Да, в странах без победы протестующих. Но есть смысл тогда проводить любые митинги, или это только работа на чужой политический капитал без пользы для общества? Вот это именно важный момент, который нужно осознавать, что мы все это узнаем только после того, как уже, блядь, случилось. А пока происходит, то, ну, я сказал, стоит руководствоваться тем, что острая форма протеста в государстве с какими-то авторитарными симптомами, да, ну, где обычно такое и происходит. Нужно понять, что это может быть первый и последний протест, так что тут раз на раз. Либо они, либо мы. Безусловно, осознавая, что ты и работаешь на чужой политический капитал, ну, то есть это на всех, всегда во всех революциях, наверное, было, да, что ты приводишь к власти других людей, вы сами, наверное, еще и станете жертвами потом всего, что происходит. Как и нужно понимать урон, который государство в целом понесет от такой дестабилизации, от такого кризиса легитимности, который сопряжен с какими-то силовыми такими переменами в государстве, да, не супер демократическими и законными. Ну вот так. Будет интересно послушать размышления на тему плана стійкости. Будет, как выйдет пятилетка, так мы ее обсудим. Будем посвежаче уже. Планируем отказаться от принудительной мобилизации. Что он имеет в виду? В Украине была принудительная мобилизация. Умеров министр обороны анонсировал реформы в системе мобилизации, направленные на отказ от принудительного привлечения граждан в Збройные силы Украины, так называемая бусификация. Ну, бусификация это российский фейк, я не знаю, в чем проблема. Когда будешь алкострим устраивать? Никогда. Новина про нашого базовичка Трампа и застосування армии для депортации, для телепортации. Видел эту новость. Ну, не первый раз всплывает уже какой-то похожий план. Какие-то такие мысли. И я, честно говоря, нахожу слабым подтверждение, что он в своей социальной мережі трус, блядь, не трус. Ну, как-то так, плюс-минус. В своей социальной мережі написал true тоже, типа, да. Я не знаю, насколько это можно считать подтверждением чего-либо. Поживем, увидим. Так там Трампушка уже даже русских назначать начал. Этого уже гордая независимая Украина не стерпить, не стерпить. Мені останнім часом, здається, що з нашої території хочуть зробити сіру зону чи буфер між Євросовком і Рашкою. Ні, ну, в принципі, ми їм єсть, як із нас можна це зробити. Треба було раніше в НАТО запривати, ну вже як карти сложились. Раніше або як Білорусь, але вже пізно. Будемо буфером найближче десятиліття. Сумно, бо без керівництва рівня майстерності Ізраїлю чи удачі Фінляндії 44 і рівня їх керівництва, з цього не вибратися. Перспективи знайти таке я не бачу. Ну, цікаві думки. Нічого добавить, нічого убавить. Боря Епштейн русський, да. Наш Маннергейм до Трампа зібрався. Буде в новинах?
Не буде. Ну, я тоже читал, что собрался. Собрался. Довольно странно. Я бы на их месте так бы не выстраивал конструкцию, я бы добился как-то встречи все-таки сначала нашего президента. Потому что иначе подбросит позиції розговорів. Ти готовий почути внутрішній план перемоги? Тут, як ніколи, вдало підходять слова «всегда готов к труду і обороні». Да, ну касательно Маннергейм, наш Маннергейм до Трампа зібрався, буде в новинах, ну в смысле, что где-то там анонсируют заочно-заушно, анонсируют поездку Ермака, главы Офиса президента в Америку, ну помогают укрепиться статусу его не то что как кардинала, а как настоящего лидера Украины. Зря. Потом сам президент столкнется с большими проблемами в будущем, мне кажется, из-за этого. Також питаю в чаті, чи готовий я почути внутрішній план перемоги. Ну от внешній план еще куда не шло. Мы там торгуем с республиканцами своими приколюхами, там, нашей армией в Европе. Ну, выглядит дико, блядь, но хоть как-то еще нормально. А вот у этого вайбы, конечно, совсем советские, пятилеток таких, что сейчас нам объявят, что надо делать. Ну, как я уже сказал, всегда готов к труду и обороне. У вас среди хайбрау, это типа Дэвид Браун, аналитиков, есть разговоры по Закавказью? Кто-нибудь всерьез обсуждает, как готовящаяся к войне Турция может помочь Украине? А к чему Турция готовится? Турция все время воюет. Я ту хуйню, кстати, про турецкий план эрдоганский мира, я ее даже, не, как вы заметили, даже не выписывал никуда. Нужен новый канал с бухими новостями. Ну, простите, пацаны, реально стыдно, но так получилось. Я всегда, когда думаю о том, что нужно было отказаться из уважения к вам сегодня от стрима, то думаю о том, что люди, которые со мной бухали, попиздовали ранком на завод, блядь. То что ж я, блядь? Семерку не зацепила, что с семерки будет? В семерке мыши, блядь, завелись, вот это большая проблема. Постоянная. Походу там настолько много было сообщений. Ну да, они еще, думаю, понимая региональную особенность Одессы, которую мы с вами хорошо тоже осознаем, но тем не менее правильно очень поступили. На мой взгляд, это не какой-то нереальный, что-то в лесе сдохло, нереальный уровень адекватности от медийщиков армейских, но тем не менее, походу там настолько много было сообщений об уламках патриота, что нашим ничего не лишилось. Ну да, но согласись, никто бы им не помешал на серьезных щах сказать, мы нихуя не знаем, там все само произошло. Вітаю, Діонісі, глядачів більше, ніж у Панішера зараз. Ти диви, через рік будеш популярним політологом. Да, еще 5 годиков подожду. Пол-литролог. Ну, пацаны, извините, блядь, все мы люди. Слабый организм. Раньше я мог спокойно там 3,5 литра пивка выпить, и все со мной было по кайфу. Сейчас где-то, наверное, ну, чуть больше 3 я выпил. Чуть не скончался нахуй. Байден хмызу підкинув, да. Накидали хмызу. Ну, просто я к этому решению отношусь как к необходимому очень давно и уже прям, бля, пиздец опоздавшему, да. И все такое. Эскалацией было бы реально это поставка томагавков, о которой говорил президент. Хотя тоже, если бы их поставили изначально, был бы другой разговор. Если целятся ракеты со спутника, значит управляют с запада, значит могут разрешить хоть один город. Я, блядь, не знаю, честно говоря, как там ракеты управляются, но всегда относился прохладно к вот этим разговорам, что, о, украинцы, они не могут нихуя ничем управлять, оно ж там все типа на английском, они хуй что там запустят, думаю, все спокойно, и операторами сложнейших, ну, я не знаю, мне кажется, это вершина, да, там, технологий армейских, стать операторами комплексов ПВО западных, дорогостоящих, смогли спокойно, да, пройдя курсы. Научиться управлять самолетами тоже смогли, что, ну, наверное, тоже уже потолок технологий. Я думаю, и здесь. А то, что используются разведданные стран НАТО, это было всю войну, и Россию до этого это никак не смущало бы, сделать нихуя они не могут. И то, что для координации сил ПВО украинских, да, используются, очевидно, западные аваксы и Посейдоны. Ну, в смысле, самолеты разведки, да, думаю, понятно. Очень важная деталь, вот все время говорю, что не надо. Уже не первый раз слышу, что в совковой тачке завелись мыши. Ну, мне кажется, они, наверное, в любой тачке могут завестись. Если ей не пользоваться, у меня там просто качки еще и на улице ходят. И качка в хате сидит, это просто пиздец. Ну, и я, кто не в курсе, у меня качка что-то заболела. Все ее бьют. Она не ест, как-то нормально, хуёво ест. Больше стоит и просится в дом, Я почитал в гугле, что можно, если она заболела, дать ей антибиотик, и главное занести ее в тепло и в сухость. Ну, я взял коробку огромную от туалета, от унитаза.
Взял качку эту, взял, занес. Вот попоил ее, покормил. Таблетки пока не давал, лекарства, хотя уже замешал. Ну и вот она чилит, смотрю, вот сейчас нормально моется, значит, придет в себя. Хорошо, что я ее занес, просто, блядь, вот сближаюсь с душой, да, с качками, а мне же их потом убивать, и это плохо. Но тоже оставить ее просто сдыхать, не поднялась рука. Вот такие я, пацаны, блядь, слабой, нахуй. Насколько сильно усугубятся графики отключений? Я не энергетик, я не знаю. Стоит ждать падения цен на норм БУ видеокарты из-за подмайнинга? Думаю, нихуя не стоит. Ну и главное же, это же ушатанные обычно видеокарты с вот этого майнинга. Думаю, их наоборот нужно остерегаться. А то, что света не будет, ну, блядь, да, не будет. Во-во, но Немерс пишет еще типа вопрос карантина. Поэтому я ее в хату и занес. Но переживаю немножко, что у нее может быть птичий грипп или какая-то другая болячка, которая может передаться всем остальным моим качкам. Или котам, или мне. Но надеюсь, что все будет хорошо. Попроси жінку вбити чи сусіда. Ну, есть человек, которого можно отдать на забой. Но что-то сейчас пока что не хочется. Это у тебя к лошадиным силам добавилась машина. Скорее наоборот, я помню, как у меня мыша сдохла в суппорте переднем тормозном и там намоталась, типа на этот, ну, на тормозной диск. То это скорее понял, наоборот. Тормозная сила какая-то. Хох, пацаны, немного легче стало с вами пообщался вообще по жизни. Спасибо тем, кто меня финансово поддерживает, друзья. Без вас бы у меня нихуя не было приятного в жизни. Так обычными ракетами «Химарс» по Курщине уже ебурили в самом начале Курской операции. Получается, уже тогда было разрешение на использование ракет. Но тут именно эти ракеты атакамс. Но я же говорю, тут все, блядь, заслуги западной дипломатии, что они, это такую обычную вещь, полноценную оборону Украины, и то, ну она не станет все равно, мы все равно паритета не получим. У нас этих ракет хуй да нихуя. Поставлять их они не хотят. Сейчас еще и добавился вот этот кризис легитимности таких решений Байдена, потому что Байден уже тю-тю уезжает, блядь. Так они все нахуй усложнили, сами своими руками добивались долго и целенаправленно, постоянно их спрашивали, может мы позволим Украине там плюс-минус хотя бы попытаться справедливо и полноценно оборонять. Они, не, мы нихуя не позволим. Конечно, там в Кремле хуели в уаре с таких слов, как круто мы их прогибаем, и ничего для этого не нужно. Настолько обнаглели, что даже уже северных корейцев подключили. Ну, в общем, я супер низко оцениваю, как я сказал, этот кейс за всю войну один из самых, блядь, ну если не самый проигрышный в плане западной дипломатии в отношении этой войны. Из ничего создали, блядь, такую проблему. Ну, я много об этом говорил. Ну, Франция, я же говорю, тоже удивляет. Там с такими... Еще буквально пару месяцев назад они были готовы губами, естественно, я говорил, что только губами ввести войска чуть ли, блядь, не в Москву уже. Сейчас, блядь, мы там все не согласны, ничего не подтверждаем, никаких ударов ракетним, а. Зате Маряночка там скільки міток на Google Maps наставила, наче в нас тих ракет арсенал. Да, кстати, тоже забыла, я как-то вот на прошлой трансляции остро, откровенно обсуждали посадку в тюрьму народного депутата Евгена Шевченко. Забыл сказать, что вот его сажают за критику військового руководства, дискредитацию. Интересно, а как вот законодательство смотрит на Марьяну Безуглу? Ну, я понимаю, оно смотрит на нее как на члена обоймы президентской политической силы, да, причем такого одного из основного, пользующегося серьезным покровительством и протекцией из офиса президента, исполняющим волю офиса президента, конкретно, очевидно, Андрея Борисовича Ермака. Тем не менее, как интересно, вот там законодательно, это не дискредитация, что она на каждом повороте ходит и критикует вообще любые шаги командования, что они там все совковые гондоны, что там все кумовство, блядь, все проворовались, назначают, блядь, друзей там, делают хуйню, не так и не туда вводят войска, и вообще пиздец. Это, видимо, не дискредитация, это что-то другое. Кажуть, треба в'їбати по ухилянтах у Польщі. Польшу жалко, Польшу не надо. Ладно, я стану томагавком, запускайте. Хоть так уебу отсюда. Будешь работать снарядом. Считаешь ли, что если бы не Курская операция, то не пришлось бы РФ задействовать корейцев? Это типа эскалация в ответ на эскалацию. Да, я не считаю. Такое просто более серьезная эскалация, очевидно, в смысле северные корейцы. Я не знаю, насколько, опять-таки, надо иметь извращенное восприятие этого конфликта, чтобы считать, что то, что мы чуть-чуть перенесли войну на села сраные в Курской области, что это выбивается как-то из рамок этой войны, где они уже нахуй 3 года подряд всю Украину с говном смешивают на ее территории.
тому же очевидно, что это они уже дуреют от безнаказанности, потому что сил людских без обязательной мобилизации, как в Украине, им все равно достаточно. То есть и они там все время прибывают и прибывают и прибывают. Эти двины и камы, сирые сыны, они все, блядь, мобилизируются и мобилизируются из своих ебаных дыр беспросветных. Они все лезут и лезут в ту армию. И это в таких условиях, то есть не то, что там острейшего дефицита личного состава, это в таких условиях они еще сверх того натягивают этих северных корейцев, прекрасно понимая, что там чуть другие условия, это могло бы вызвать какую-то для них катастрофическую реакцию международного сообщества и сильно-сильно-сильно испортить их, блядь, малину в Украине. Нихуя, что он, блядь, написал? Это вот этот африканский язык, где есть такие клацающие звуки. Блядь, только хрюкать получается. Да, ну, как вы поняли. Ну, блядь, не могу сказать, какие звуки, ну, клацающие. Тоже вот это вносил эту качку в хату, да, и думал над тем, что это ж так вот предки еще недавно жили, может даже и выйдет такое по селам застали, что это телят на зиму в хату загоняли, блядь, и все такое. Фан теля пасе. Я просто чему-то таким сальбаном, блядь, почувствовал, ебаный свет. А может, корейцы нужны, чтобы быстро выдавить наших оттуда, без необходимости переброски сил с других участков или мобилизации, пока Трамп не пришел к власти, как теория. Ну то, что тут вот этот фрагмент «Трамп не пришел к власти», да, вопрос какого-то там, опять-таки, сложности американской политики, вот этого передачи власти, то, что они пользуются этим, очевидно, да, вот этими северными корейцами, используют эту проблему, это, думаю, да, это, думаю, верно. А все остальное я, бля, нихуя по этому поводу не могу сказать. Это уже вопрос, конечно, военной аналитики. Какой-то более тонкой, на которую я не способен, пацаны. А камеру на качку никак нельзя направить. Ну, она в ящике просто сидит. Ну, можно было попытаться, но хай сидит, блядь. Я ее еле, блядь, утихомирил. Она пыталась вылететь из ящика. Врубай Славка, Йофай, да-да-да, зараз буде. Зараз переходимо до Славка. Бля, з качкою теж таке було в дитинстві. Стало і зле, потім норм, потім по-пекінськи. Да, вот я сейчас пока что переживаю, но я, наверное, на ночь как-то закрою коробку, в которой эта качка сидит, что она за ночь съебется и все мне обгадит. Ну, я вам рассказывал уже эту историю из детства, что как-то помню, вот был я школьником и школу проебывал, естественно. Ну, еще тогда пиво не пил, и как-то вот была весна. А вы знаете, да, что в панельных квартирах наших вот этих скотобазах классика, открывают балкон. Ну, на лето жарко же, да. Как вот чуть потеплеет, открывают балкон и все. Я вот как-то с зимы до самой весны начал подкармливать голубей. Просто у меня балкон был не застеклен. Я им хлебушек там кидаю, они прилетают. Я так рад, что я прям как вот Шварценеггер в той фотографии, где вокруг него вся вот эта живность собирается. Подкармливаю, что-то подкармливаю одного, второго, подкармливаю. Их уже побольше прилетает. Уже они прилетают, просто ждут, когда я дам хлеб. И вот эта весна, что я их подкармливаю, потом в какой-то день утром меня будет отец говорит, вставай, блядь, там нахуй убирай. Ну, я вообще в несознанке, естественно, только проснулся. Встаю, думаю, что ж, блядь, случилось? Прихожу в зал, и ебать, все эти охуевшие, позорные голуби вот эти вокзальные, все нахуй залетели в квартиру, и тупо везде они нахуй все обосрали. Они сидят, блядь, на карнизе. Они сидят на краях вот этой стенки деревянной. Ну, вы знаете, классическая стенка вот эта, где там мусор весь хранится, книги там, да. Ну, советская стенка. Я охуевший, давай их выгонять, они не вылетают. Все обосрали, все больше этого. После этого больше я никого никогда не кормил так. Тебе надо было себя через ИИ переводить на ангел и создавать конкуренцию The Gays, дурачок. Как этот, понял? У меня и так больше просмотров, чем у The Gays, ты знаешь, мне есть чем похвастаться. При том, что бабок гораздо меньше выделено было. Учитесь, нахуй. Да, но если говорить серьезно, то как Романенко, я бы перевел себя с помощью ИИ, но я не знаю, как это сделать. Если кто-то из вас знает, как перевести себя голосом на ИИ, и чтобы это там бюджетно было, потому что, как я понял, все такое, оно платно, то, пожалуйста, напишите мне в личку на Twitch, если вам не сложно, потому что я не нашел, как это сделать. Вы знаете, есть полно людей, которые там своим основным хлебом сделали рекламу искусственного интеллекта. Ну, там в Твиттере полно таких людей. Они вот там по 100-500 пишут постов, снимают видео там про
Сколько я таких людей встречал, и там, эти лайфхаки навсегда изменят вашу жизнь, да, в смысле, с участием искусственного интеллекта. Сколько я встречал, так я в итоге не нашел ни одного какого-то, блядь, адекватного решения. Вот чем пользуется Романенко, чтобы переводить себя на польский, арабский и на все языки мира? Ну, лучше англійський вивчить, реально. Цікаво, чи хтось Романенко слухає на польский. Ты знаешь, я заходил на те каналы, и там реально есть комментарии на польском. То есть, ну, небольшое количество людей, но какое-то смотрит. Я был бы рад любому. Говорит, я шовинист, расист и русофоб, вы меня заблочите? С одной стороны, да, типа украинцы, потому что это, с другой стороны Россия, потому что вторглась в страну, да, суверенную. Пацаны, пожелаем вместе коллективно 100 лет жизни, да, качечке, пожелаем їй здоров'я і скорейшого виздоровлення. Оно, близько 5 годин світла, 15 хвилин покрути педалі. Пенсіонер з Дніпра створив велогенератор. Обійшовся винахід в 3,5 тысяч гривен, наверное, из которых 3000 это генератор от Джиги, блядь. Все остальное это 500 гривен Великса. Ну вот, красавчик. Такое надо, я говорю, и полезно крутишь, да. Как бы компенсируешь сидение за компом. И смысл есть. Нажми на носик.